Аньонхасайо! Примерно так звучит «Здравствуйте» по-корейски, и нам сегодня это пригодится, ведь герой юбилейного 10-го выпуска программки Дэвид Дикью Ли. Как вы уже догадались, Дикью родился в Корее 11 февраля 1978 года. Его профессиональная музыкальная карьера началась очень рано. Уже в 10 лет он прошел прослушивание в самый известный детский хор Кореи, что означает постоянные репетиции и гастроли. Кстати, Корея не Англия, хор смешанный. Более того, в своем составе Дикью был единственным мальчиком. В 13 лет голос у Дикью сломался, так что хор ему пришлось покинуть. Вскоре последовал переезд в Канаду, где Дикью превратился в Дэвида. А что до необычного Дикью – это сокращение от его корейского имени Дангю, что, кстати, означает «восточная звезда». В Канаде Дэвид продолжил петь в хоре. В том числе он обнаружил, что все еще может петь и высоким голосом. И ему даже говорили, что он контртенор, но он не придавал этому значения. Он тогда не знал ни о барокко, ни о кастратах, ни о контртенорах, да и в целом классическую музыку считал довольно скучной. Для высокого голоса Дэвид не видел особых перспектив, разве что изображать женщин. Все изменилось, когда он увидел знаменитый фильм «Фаринелли Кастрат» и открыл для себя музыку барокко, на диски с которой спускал с тех пор все свои карманные деньги. Когда пришло время поступать в университет, Дэвид подготовил для вступительных экзаменов 2 арии как бас и 2 как контртенор. Было важно не просто поступить, но и получить полный грант. В Канаде жизнь Дэвида была очень непростой. Ему приходилось с 15 лет самому зарабатывать себе на жизнь, так что ни о переездах, ни о платном образовании речи не было. Грант ему удалось получить, поступив в Ванкуверскую музыкальную академию. И там ему повезло. Он встретил меццо-сопрано Филлис Мейлинг, которая стала ему не только педагогом, но и настоящей канадской мамой. В Канаде Дэвид исполнил свои первые оперные роли. Например, Луция в опере «Сципион» Генделя и Толомео в опере «Юлий Цезарь в Египте» Генделя. Также, еще будучи студентом, он начал принимать участие и занимать призовые места на международных вокальных конкурсах. На конкурс Франческо Виньеса в Барселону он даже приезжал дважды. В первый раз в 2003 году ничего не получилось. Зато второй раз в 2005 Дэвид занял первое место и несколько дополнительных призов в разных номинациях. Ну и, конечно, стоит упомянуть конкурс «Певец мира» в Кардифе, на котором Дэвид прокладывал контртенорам дорогу, что не так просто в конкурсах, которые на барокко не специализируются. За 40-летнюю историю этого конкурса первый приз ни один контртенор пока так и не взял.
Но поучаствовать там, а тем более победить как Дэвид в нескольких этапах, уже очень здорово. Это дело широко транслируют, и вообще это такое своеобразное классическое Евровидение, где певец не просто участвует, а еще и страну представляет. Lisa, don't move. Then we were both stuck. Two trucks, an ambulance, two station wagons, rescue team. Just the house of the firemen got us down. Oh, the firemen got us down. Барочную музыку больше всего исполняют в Европе, а значит именно там для контртенора больше всего работы. Так что в 2006 году Дэвид окончательно переехал в Германию и с головой ушел в карьеру. Среди его ролей, конечно же, много Генделя. Например, заглавная роль в опере «Родомиста», Аркан в опере «Тизей», титульная роль Варланда, также оратории Даниил в Валтасаре и снова Даниил, но уже в Сусанне. И, конечно, кроме Генделя, в репертуаре DQ все барочное многообразие. Sceglierò poi più ingiusto
В 2020 году Дэвиду, как и всем артистам, пришлось потерять много ролей из-за ковида. Дэвид и раньше занимался преподаванием, но тут я уже боялась, что он окончательно переквалифицируется в педагога. К счастью, в 2021 году некоторые постановки все же пробились через гряду бесконечных переносов. Например, опера «Пастичо Вивальди», «Баязет» или «Тамерлан». Выбирайте, кто больше нравится. Дэвид исполнил роль Тамерлана. Как Глюк отходил от барокко к классицизму, так и мы переходим от барокко к Глюку. Его оперу «Орфей» и «Эвридика» знают, наверное, даже те, кто ни разу не бывал в опере. В 2017 году Дэвид исполнил в Австрии роль Орфея. Обратите внимание на свитерочки фурий. Они символизировали запутанность Орфея в собственных чувствах. Их для хористов вязали 20 местных волонтеров. Эвридика была представлена в 2 экземплярах, как певица и как ее кукольная копия. И вот Орфея мы все знаем, потому что эту оперу не ставил только ленивый. Другие оперы Глюка, к сожалению, ставят очень редко. И вот в одной из таких редких постановок, «Телемак», Дэвид исполнил заглавную роль. Барочным репертуаром Дэвид вообще никогда не ограничивался. Даже на его первых альбомах наравне с Генделем можно услышать Бетховена или арии из опер XIX века вроде «Хабанеры Кармен». Также в его репертуаре не барочная, но очень яркая роль эксцентричного графа Оровского из оперетты «Летучая мышь» Штрауса. Ich mit anderen sitz beim Wein und Flaschen muss jedem mit mir durstig sein, sonst werde grob ich sehr. Schenke Glas und Glas ich ein, es ist nicht Widerspruch. Schneiden kann ich's, wenn sie schreien, ich will nicht abgenug. Wer mir beim Trinken nicht pariert, sich zieret wie ein Tropf, dem werfe ich zündet die Flasche an den Kopf, dem werfe ich zündet die Flasche an den Kopf. Тут дело не в том, что меня что-то из репертуара Дэвида удивляет, а в том, что он все это успешно совмещает. Некоторые певцы как научились, так и поют все одинаково. Притом у одного одно лучше получается, у другого другое. У Дэвида получается все. Притом звучание всегда меняется так, чтобы соответствовать репертуару. Дэвид Дикюли, поющий оперу, и Дэвид Дикюли, поющий Баха – это просто 2 разных человека.
Баха, правда, Дэвиду выпадает петь не так часто. Слишком уж оперные режиссеры ценят его яркую харизму. Композиторы тоже ценят, пишут для него партии. Например, в 2015 году Дэвид исполнил роль змея на премьере оперы «СО2» Джорджио Боттистелли в театре Ла Скала. В 2021 году состоялась премьера оперы «Дер Хетцер» композитора Бернарда Ланга, где Дэвид исполнил роль Джека Натаса, по сути заглавную. Еще один композитор, Анна Соколович, написала для его голоса, а также хора и оркестра целую кантату «Golden Slumbers is your eyes» – «Сон золотой тебе пусть снится». Раз уж зашла речь про более современную музыку, то в репертуаре Дэвида и классика 20 века, то есть, конечно же, Бенджамин Бриттон. Это роль Оберона в опере «Сон в летнюю ночь» и роль Аполлона в опере «Смерть в Венеции». Также Дэвид исполнил заглавную роль в опере «Эхнатон» Филиппа Гласса. Была очень интересная постановка с балетом, но нам, как всегда, ничего кроме трейлера не показали. Еще не могу не отметить партию Маши в опере «Три сестры» Петера Этвиша. Нам снова ничего кроме трейлера не показали, зато записали диск. Можно послушать, как Дэвид поет на русском. Несмотря на то, что это мой родной язык, могу признаться, что из-за музыкальных особенностей произведения на слух я особо не разбираю текст ни у Дэвида, ни у русских исполнителей этой оперы. Но вам удачи! В программках я обычно рассказываю не просто про своих любимых артистов, а про тех, кого вполне реально услышать в России. Можно было когда-то. Дэвид Дикюли впервые приехал в Москву в 2011 году. Тогда он исполнил роль Хамора в оратории «Иефай» Генделя. Это было в КЗЧ под руководством Уильяма Кристи. С тех пор Дэвид приезжал к нам не раз и очень полюбился московской публике. В моем лице так точно. И даже вроде бы знакомое произведение «Мессия» Генделя с участием Дэвида заиграло совершенно новыми красками. Возможно, тут приложил руку харизматичный дирижер Жан-Кристоф Спинози. А может, все дело просто в том, что у нас партию альта обычно режут до 2 арий, а тут все было прям целиком. В 2018 году случился настоящий подарок. Не концерт, а целая постановка Генделя, получившая в данной редакции название «Триумф времени и бесчувствия». Дэвид был в роли бесчувствия,
А вообще состав был полностью мужской. 3 контртенора и тенор. Ставил это дело скандально известный режиссер Константин Богомолов. В результате сюжет полностью изменился. Постановка получила много новых смыслов, в 2 словах не расскажешь. Для меня это была в первую очередь уникальная возможность послушать Дэвида и его коллег в камерном зале, а не в огромном казаче. Дирижировал Филипп Чижевский. Было здорово. И вообще я долго могу говорить про эту постановку, хотя из 17 спектаклей мне удалось посетить всего лишь 7. Но вот знаете, бывают спектакли, которые на второй раз смотреть уже скучновато, даже с разными составами. А тут состав был один, но они каждый раз проживали это по-разному. Спектакль собрал множество наград. Там и золотые маски, и премия «Браво». Да лучше бы сделали запись. Ну а раз не сделали, придется делиться своей. Стоит отметить, что у Дэвида Дикьюли карьера двойная. Одна в Европе и Америке, другая в Корее. Корейскую сторону осветить сложно, потому что там все на корейском, а весь мой корейский вы уже слышали. Одно ясно, Дэвид не забыл родину, приезжал с концертами, участвовал в телешоу и, конечно же, в оперных постановках. Например, он играл Керубина в «Свадьбе Фигаро» Моцарта. А также именно в Корейской национальной опере состоялась постановка «Орландо. Мнимый безумец» Антонио Вивальди, где Дэвид исполняет партию Арджуана в виде оживленной волшебством статуи. Он влюблен в колдунью, которая его оживила, но той нет до него дела. Зато в него влюблена другая колдунья. В общем, чудесный барочный сюжет. На этом скорее не все. Совершенно недавно, вот в этом 2023 году, стал выходить 4-й сезон корейского телешоу «Призрачный певец». Суть в том, что туда приходят певцы оперных и других жанров. Сначала их отбирают по одному, потом они формируют дуэты и соревнуются дуэт против дуэта. Потом то же самое повторяется с трио. Ну и финальная цель – сложить квартет в жанре кроссовер. И вот это очень неожиданно, но Дэвид решил принять участие. Вот и пора завершать этот юбилейный выпуск программки, который, кстати, планировался еще при создании самого первого. У нас тогда вышла забавная история. Дело было для меня новое.
Мне было вообще непонятно, что же я делаю, так что я в очередной раз жаловалась Оле и хотела все бросить. Оля, кстати, напоминаю, Оля – это мой соавтор и режиссер монтажа всех программок. Так вот, Оля меня утешала, говорила, что это только в первый раз все так сложно, а вот десятый пойдет как по маслу и будет лучше всех. И спросила Оля, кстати, заодно, запланировала ли я уже, кто там у нас 10-м будет. Вот тут-то я для Дэвида 10-й номер и зарезервировала. И очень ждала, когда же мы до него дойдем. Правда, в итоге как по маслу не получилось. Более того, было непонятно, увидит ли вообще этот выпуск свет. Потому что концерты зарубежных артистов у нас в стране по понятным причинам закончились. И если в коронавирус была еще хоть какая-то надежда, то сейчас они совсем закончились. Вот и сам смысл программок встал для меня как-то под вопрос. Так что этот выпуск делался очень долго, но не сделать его было нельзя. Что до следующих выпусков, всякое, конечно, бывает, но обещать их уже не могу. Так что добавляйтесь в друзья ВКонтакте, там я хотя бы пишу иногда. Ссылки есть в описании видео. С вами была Кари. За монтаж этой и всех программок спасибо Ольчику. Вам спасибо, что были с нами. Пока-пока!